Всем привет! С вами Татьяна Захарова, я основатель интернет-магазина greenbird.ru. Сегодня мы с вами продолжим делать классные, модные летние колечки из бисера. Посмотрите, здесь в описании под этим роликом есть ссылка на все материалы, которые я использую. Весь бисер, бусины, нитки, иголки для бисероплетения можно купить у нас в интернет-магазине greenbird.ru. Мы отправляем заказы по всему свету. Кстати, если вам нравится мой чокер, посмотрите вот здесь вот в подсказках ссылка на ролик. Я уже показывала, как сделать такой же. А как сделать такое классное колечко футбольное на футбольную тему, вы узнаете в нашем ТикТоке. ТикТок у нас точно такой же, как Инстаграм. greenbird_ru. Ссылку на наши профили в других социальных сетях вы тоже найдете в описании под этим роликом. Обязательно подписывайтесь на нас везде, будем дружить на всех площадках. А мы начнем. Колечки можно плести на разных нитках. Можно использовать нити для бисероплетения, можно использовать Fireline, можно использовать леску, можно даже с резинкой попробовать заморочиться. Я попробую сделать разные варианты. Для первого я возьму нитку. Это Toha 1G, вы про нее уже неоднократно слышали. Это моя любимая нить для бисероплетения. Ну, просто полюбила я ее и все. Отрезаю примерно вот столько и вставляю нитку в иголку. Сегодня мы продолжаем вишневую тему. У нас будут колечки-вишенки. И сделаем еще грибочек, как бонус. Мы набираем на иголку несколько белых бисерин. Дальше наберем 2 зеленых, и это листочки вишенки, и 2 красных побольше. Зеленые у нас размера 11,0, красные размера 8, белые тоже размер 11. Подтягиваем все туда и проходим в обратном направлении через 2 зеленых. Делаем вот такое вот колечко, и смотрите, у нас получается 2 вишенки. И снова набираем белых бисерин, столько, чтобы кольцо у наше замкнулось. Кстати, чтобы бисер не съезжал, можно использовать вот такую пружинку битстопер. Ее сейчас нет у нас в наличии, но она обязательно приедет, я верю, надеюсь и жду. Мы набрали нужное количество бусин, посмотрите. И теперь мы замыкаем кольцо. Берем иголку и проходим через бисерины, которые мы набирали в самом начале. Подтянули. И теперь дойдем до вишенки и сделаем несколько узелочков на ней. Будем просто закреплять нашу нитку. Вот так цепляемся за нитку и делаем узел. 1. Второй рукой при этом держим другую нить. Смотрим, чтобы у нас ничего не расползалось. Сделали несколько узелочков на вишенке и еще уведем ниточку вот туда, вот по бисеринкам. Сделаем просто кольцо, чтобы было не в одно сложение нити, а в несколько, там в 2, в 3, например. Еще пару узелочков и все. Одну нитку закрепили, обрезали. И точно так же мы теперь закрепим вторую нить. Несколько узелков, разочек вокруг кольца и обрежем. Все, первое колечко мы сделали. Сделаем второе другим способом. Возьмем Fireline и вместо бисера я хочу взять жемчуг, посмотреть, что будет. Возможно, будет еще лучше. Мы отрезаем. А давайте-ка мы начнем, не срезая с катушки. Бисер не будет убегать. Это жемчуг размера 3 мм. Мы наберем 3 жемчужины и затем 2 красные большие бисеринки размера 8,0 и 1 зеленую большую. Подтянем все туда подальше. Теперь мы проходим в обратном направлении через 2 красных. Замыкаем вот такое кольцо. И у нас получается вишня. Наберем еще 3 жемчужины. Снова 2 красных и 1 зеленую. Подтягиваем все. И снова проходим в обратном направлении через 2 красных. Подтягиваем бисер сюда. Замыкаем кольцо. И у нас получилось еще 2 вишни. Таким образом мы плетем до тех пор, пока кольцо не будет нужной длины. Получается шикардос. Кстати, также можно сделать и браслет, тоже будет очень красиво получаться, фенечка. Но мы делаем колечко, поэтому отрежем нитку с катушки, завяжем узелком 2 нити, чтобы нам было проще. 1 узел сделали, делаем второй. Отлично, связали, а теперь закрепим нитку, чтобы наш узел не развязался. Мы еще сделаем несколько узелочков, пройдемся вот сюда вот. И где-нибудь в районе вишенки сделаем еще пару узлов. Сделали несколько узелочков и обрезаем нить. Ну и со второй ниткой мы сделаем то же самое. Вставим ее в иголку и завяжем несколько узелков между бисерин. И сделаем кусь. Супер! Еще один вариант вишенок, теперь с жемчугом. Давайте поговорим, чем отличается нитка для бисероплетения, на которой я сделала вот это маленькое колечко, от Fireline, на котором я сделала вот это кольцо. На самом деле, вот я сейчас разницы особо не чувствую. На нитке кольцо более такое мягкое, плавное,
гибкое, а на Fireline оно пожестче. Самое главное, для чего нужен Fireline? Если вы используете какие-то бусины с острыми краями, если у вас стеклярус, если у вас кристаллы, они могут перерезать обычную нить. Поэтому всегда берите для этого Fireline. Fireline крепкая и не перережется об кристаллы. Вот, собственно, и все. Сейчас я попробую сделать кольцо на леске. Посмотрим, в чем будет разница. А кольцо, кстати, грибочек. Кто-то из вас просил сделать кольцо-грибок. Специально для вас мы делаем это видео. Берем леску. Я не буду снимать ее сейчас с катушки. И надену несколько бисерин для колечка. С леской обычно работают без иголки. Если честно, я это вообще не очень люблю. Но что поделать, давайте немножко пострадаем. Потому что леска достаточно толстая, и не каждая леска встанет в иголку. А в ту иголку, в которую она войдет, тогда уже, возможно, эта иголка не войдет в бисер. В общем, там все сложно, поэтому я не буду сейчас рисковать и набираю бисер прямо на леску. Дальше мы набираем 3 красных бисерины. Это шляпка нашего грибочка, я хочу мухомор. И одну бисеринку другого цвета, я вот такого нежно-голубого матового возьму. Это будет у грибочка ножка. И теперь мы пройдемся леской опять в обратном направлении через 3 красных бисерины. Вот так, оп, прошлись и подтянули все. Смотрите, получился грибочек. Наберем еще несколько белых бисерин и будем заканчивать наше колечко. Отлично, у нас получается вот так. Теперь мы отрежем леску с катушки и завяжем узелок. 2 узла мы завяжем, чтобы нашу леску закрепить. Если честно, на леске мне работать неудобно, у меня не получается, я уже начинаю страдать, но это я делаю ради эксперимента, поэтому лучше сразу возьмите Fireline или нитки для бисероплетения. Но я продолжу. Делаю 1 узел. Видите, у меня не получаются узлы. Все куда-то съезжает. А пока я пытаюсь справиться с леской, вы, пожалуйста, поставьте нам лайк и обязательно подпишитесь на наш канал, потому что будет еще очень-очень-очень много классных уроков, как делать из бисера, из бусин, из разных других материалов украшения. Просто завязать узелок у меня не получается, поэтому я пройдусь вот сюда через пару бисерин и попробую сделать узелок стандартным способом, так же, как я делала в прошлых кольцах. Пройдусь вот так, подтяну и сделаю узелок уже здесь, вот между бусинками. Сделаю петельку, нырну через нее и вот так вот завяжу узелок. И еще 1 там же, чтобы их тут было 2. Ну и пройдусь еще через пару бусин и сделаю еще пару узелков, чтобы у меня тут закрепилось все отлично. Со вторым концом лески мы сделаем то же самое. Пройдем через бусинку и сделаем пару узелков. Сначала петелька, потом в нее нырнули и подтянули между бисеринками. И точно так же 2 раз на том же самом месте. Я уже говорила, да, что я очень люблю вязать узелки. Так, все, я остановлюсь. Я сделаю над собой усилие, я остановлюсь, я сделаю кусь-кусь, кусь-кусь, обрезала нитки, и кольцо-грибочек получилось вот такое прекрасное. Вот и все, сделали мы 3 кольца на 3 разных нитках. Fireline, нитки для бисероплетения и леска. Лично мне больше всего нравится кольцо на Fireline и на нитке для бисероплетения. По крайней мере, я меньше всего страдала, пока делала их. На леске, в принципе, тоже ок, но оно такое получилось жесткое, стоит немножко колом, бусинки неровно лежат. Мне это не очень нравится, но в принципе и так сойдет. Кстати, если вам нравится вот этот перстень, у нас уже был урок, посмотрите, вот здесь вот в подсказках ссылка, как сделать такое же классное кольцо с кристаллом. Не забывайте про лайки, пишите комментарии, расскажите, какие нитки для бисероплетения любите вы, на чем вы плетете свои колечки, как вам эти вишни, будете ли вы делать их, украшайте вишнями себя, подруг и весь мир вокруг. Пока-пока! Все, закончили. Три кольца на 3 разных нитках, а вдруг будет не 3. Наберем еще несколько белых бисерин и будем заканчивать наше колечко. Мне кажется, я слишком часто говорю наше. С другой стороны, чье еще это колечко, если не наше? Да? 2 узла мы завяжем, чтобы нашу леску закрепить. Опять нашу леску. Ну, понятно же, что нашу. Смотрим, что у нас получается. О, даже как красиво. Самый красивый гриб — это мухомор. Вот и все, 3 колечка. Что? Нет. Давай на следующий раз на резинке. Мы 3 кольца обещали. Обещали 3 кольца.